Поговорим о пользе витамина С для иммунитета. Витамин С нужен много для чего, но его влияние на иммунную систему особенно удивительно. Поговорим о нем. Дефицит витамина С — очень распространенная проблема. Бывает так называемый скрытый дефицит витамина С. Это еще не серьезный дефицит, но он уже достаточно сильный, чтобы ослабить иммунную систему. Об этом я еще скажу. Витамин С — водорастворимый нутриент. Его не удается запасти в большом количестве. Так что, если не получать его постоянно, через несколько недель возникнет дефицит. Витамин С — очень мощный антиоксидант. В организме образуются свободные радикалы. По сути, это атомы с непарными электронами. Для баланса их нужно два. Допустим, остался один. И так возникает свободный радикал. Свободные радикалы наносят организму ущерб. Тут приходит витамин С и жертвует свой электрон, чтобы стабилизировать атом. Так он борется с повреждениями от свободных радикалов. А иммунной системе он помогает производить антитела. Антитела — это белки, сражающиеся с патогенами, чужеродными микроорганизмами. Витамин С также повышает подвижность нейтрофилов. Нейтрофилы — это разновидность белых кровяных телец. Они похожи на фагоциты, они заняты уборкой в организме. Они заключают микробы в оболочку и убивают их. Витамин С повышает подвижность этих самых нейтрофилов. Третье. Он повышает количество Б-клеток, Б-лимфоцитов. Это разновидность белых кровяных телец. Так повышается количество антител. О них я сказал ранее. Четвертое. Он улучшает работу Т-клеток. Это еще один вид лимфоцитов, участвующий в борьбе с инфекцией. Пятое. Витамин С повышает уровень интерферона. Интерферон — это гормон, убивающий пораженные инфекцией клетки и их ближайших соседей в придачу. Это очень мощное вещество, которое производит наш организм. Как видите, витамин С очень полезен и нужен для борьбы с инфекциями. При серьезном дефиците витамина С развивается авитаминоз или цинга. Есть разные степени авитаминоза. Он может протекать в скрытой форме, а может в очень тяжелой. Вряд ли вы столкнетесь с полноценной цингой. Но я хочу подчеркнуть, что дефицит витамина С, особенно цинга, то есть, по сути, запущенный дефицит витамина С, делает человека уязвимым для определенных инфекций. Цинга может повысить уязвимость организма для смертельных инфекций вроде пневмонии. За массовым авитаминозом часто следуют эпидемии инфекций. Что это значит? Это значит, что когда у вас инфекция, у вас может развиться авитаминоз. Как же так? Все потому, что при инфекциях потребность в витамине С возрастает. Наши белые кровяные тельца накапливают витамин С. Он им необходим для работы. Если иммунная система напрягается сильнее, резервы витамина С будут истощаться, особенно если их не восполнять. Вот причина дефицита витамина С. Первая — мало витамина в пище. Вторая — инфекция, нагружающая иммунную систему. Из-за нее тоже может развиться дефицит. Витамина С нам нужно минимум 200 мг в день. Хорошие источники витамина С — это квашеная капуста, листовая зелень, болгарский перец. В любом остром перце, халапеньо, в красном перце содержится очень много витамина С. Если решите получать витамин С из добавки, обязательно найдите натуральный комплекс, а не синтетический. Синтетический витамин С — это аскорбиновая кислота. В одном из вариантов ее производства смешивают кукурузный крахмал с серной кислотой. Кто-то скажет, что синтетическая версия не отличается от натуральной. Но с трудом верится, что, соединив серную кислоту с кукурузным крахмалом, мы получим то же, что и из обычной пищи. Если вы не видели другие мои ролики о витамине С, вот они, посмотрите.